Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе смех. Привет всем. Ну, уже не новость, кто как бы находится на канале. Не первый день и смотрит стримы. Последнее время я летаю в ДКС симуляторе. Вот. Осваивал Су-25Т, до сих пор все осваиваю. Вот. Ну и тут как бы ребята позвали к себе. У них тут свои полигоны, свои миссии, ивенты и все такое. И Александр, кто руководит всей этой темой, Иркут, подарил самолет тут мне, Су-25 обычный. Говорит, вот давай осваивай и к нам. Ну вот я сегодня второй день. Сейчас буду пробовать его. Да, до этого на Су-25Т летал, там как-то все попроще для меня. Потому что я как-то привык уже работать с оптикой, я так шквал называю. Здесь мушка. Вот, и к этой мушке надо привыкнуть. Вот, значит, что использую для полетов? Джойстик использую, трекер, камеру, чтобы голову, ну, повороты головы, чтобы работали. Сейчас включу. Да, у них есть там свой полигон, они тренируются, все, но я считаю, чтобы там тренироваться, надо уже чувствовать самолет хоть немного. Мне надо его почувствовать. Поэтому у меня тут сейчас на данный момент свой полигон. Да, снова мне объяснили ребята, здесь в основном полет будет идти по приборам. То есть здесь уже на стекло особо можешь не отвлекаться, только если прицел надо будет использовать. А так все в основном идет через приборы. Если, допустим, на Су-25Т основная информация вся на стекле, и ты можешь как бы на стекло в основном смотреть, да? Ну, приборы только в основном топливо, горючку там и все такое. То здесь уже все придется смотреть на стекле. Так, значит, какое упражнение я сейчас буду выполнять? Я тут думал и надумал. Да, у меня вооружен самолет ракетами управляемыми 25МЛ. Вот. Есть две цели, которые находятся недалеко от аэродрома. Цели Абрамсы, 2 танка. Вот, значит, упражнение такое. Выполнить взлет. Выбрать одну из целей, уничтожить любой танк. Не две, а одну из двух. Почему? После успешного уничтожения самолет выполнить посадку, припарковать и занять другой самолет типом Су-25Т, выполнить взлет и добить вторую цель через шквал и выполнить посадку. Вот. На все про все одна попытка у меня. Но джойстик уже вот как смог, так настроил. У меня, кстати, с джойстиком еще не так все гладко. Здесь у этого самолета нет автопилота. Автопилот для меня служил всегда балансом управления вот этого руда. Вот. Сейчас здесь именно этого пилота нету, и приходится справляться своими силами, либо как бы настраивать на клавиатуре вот этот рут влево-вправо, постоянно его. Ну, ладно. Приступаем. Двигатель запущен. Так, выжимаю тормоз. Да, самолет такой, я бы сказал. 101, Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Резвый самолет. По маневре не будет Су-25Т.
поэтому он и грач. Используется аэродром Сочи-Адлер. Находится он возле моря. Здесь постоянно ветрено, но зато свежий воздух. Там вот уже море за полосой. Взлет запрещаю. 101. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 757,47. Да, какие задачи? А что я себе еще усложнил? Маркеры убрал. То есть сейчас цели надо смотреть визуально. Сейчас на данный момент как бы вроде глаза видят, мозг работает, а руки управления пока не понимают в некоторых моментах. По сути, управление то же самое. Имеется в виду управление именно в боевом, на боевом, так сказать. Вот. То есть надо именно на боевом показать результат. Просто летать, взлетать, садить его, но по мне даже он попроще будет, чем 125Т. Вот. А вот что касается атаки, ну, если управляемыми ракетами работать, здесь уже надо глаз набивать, видеть цели, так сказать. Если на 25Т ты врубаешь, ты область захватываешь и пытаешься рыскать шквалом, то здесь нет, здесь тебе рыскать придется стеклом. И фишка в том, то, что это дает, ну, пока, ну, короче, тебе придется близко подлетать к цели, это и есть вот. Так, надо стекло опустить. Так, режим воздух-земля. Управляемые ракеты стоят. Ну, давайте пролетимся над целями сначала, наверное. В зоне ПВО нету. Сначала эти цели попробуем обнаружить. Потом будем отрабатывать. Так, ну тут на взгляд, если смотреть, уровень. От аэродрома раз выпуклость, два выпуклость побережья. На втором побережье вот они танки М1, А2. Смотрим. Вот тут раз. И вот из-за зеркала не вижу.
И вот 2. Там еще такая речка небольшая идет. Впадает в море. Там вот где-то находятся наши цели. Сейчас пролечу и попробую прям уже подтвердить их месторасположение. Да, вот я вижу один танк и второй танк. Второй танк ближе к речке, вот в этой, которая впадает в море. Первый танк у нас находится вот на побережье, чуть левее этого танка. Ну, ладно, раз обычно всегда считают слева направо, значит я выбираю левую цель. Готовлюсь к заходу. Напоминаю, это у меня второй полет на этом самолете. Я вообще на нем раньше не летал в этой игре. Другой летал, но там захват кнопкой делаешь, он пик-пик-пик и делаешь пуск. Все. Здесь пик-пик надо самому делать. Так, чтобы у меня запас был на наведение, я еще отлечу подальше от острова. Хотя здесь эта роль не играет, один фиг видимости не будет. Если, допустим, шквал дает возможность, создает видимость хотя бы, как в прицеле, да? То тут главное вот эту область понять на расстоянии и просто правильно на нее зайти, а там уже придется, так сказать, целиться уже вблизи. Вот в чем суть. Так, тягу я убрал в 0. Выпускаю закрылки, чтобы самолет замедлить. Так, врубаю дальномер. Оп, шкала дополнительная появилась. И фиксирую область, куда я буду атаковать. Все. Теперь держу эту область, прицел. Так, стекло пониже. Самолет выровняем. Уже сбивается прицел. В этом вся и особенность. Блин. Ракета пошла. Цель поражена. Ну, пришлось правую поразить. Короче, пока вот в чем у меня проблема. Я не могу вот на этом стекле нормально навести этот прицел, блин. Он как этот... Вот так вот гуляет. И тебе приходится как-то совместить перемещение это целеуказатель называется. То есть перемещение целеуказателя с управлением самолета. Вот это и есть сложность этого самолета. Вот. К сожалению. Ну,
Чтобы зря время не терять, ладно, получилось так, что я правую цель уничтожил. Но я ее уничтожил, для меня это уже результат. Потому что вчера я вообще попасть по целям не мог. Предыдущий полет, точнее. Сейчас уже я что-то могу сделать. Так, у меня остается одна ракета. Но я верну ее на базу. Усложню себе посадку. Вот. Ну, а буду действовать так, как я задумал изначально. То есть, сейчас посадить надо самолет, пересесть на Су-25 и уничтожить вторую цель. В общем, чем еще шквал мне нравится у Су-25Т, он более плавно перемещается. Вот, и целеуказатель врубается дополнительно уже при пуске. А здесь, чтобы переместить сам этот прицел, это и есть целеуказатель сам. То есть ты, получается, целеуказателем управляешь. Так сказать, подсвечиваешь сам же себе эту цель. Вот, то есть здесь, как бы сказать, все механика в этом плане. Поэтому вот минус большой в том, то, что тебе приходится подлетать ближе, допустим, и работать. Ну, ты рискуешь. Тебя может взять ПВО, по идее. На Су-25Т проще, я говорю, там расстояние можно работать на расстоянии где-то 30 километров от цели. Сделал пуск ракетой, допустим, тот же Х-29. Здесь, кстати, по-моему, я не видел на 25-ке обычно. И все, и счастлив. Так, вот у меня аэродром. Захожу я с моря. С моря еще раз сложнее заходить, потому что ветер сейчас будет в спину бить. Но я сейчас попробую первый заход с моря, потом попробую заход, если не получится, все-таки с земли зайду. Ну, там будет встречный ветер. Так, воздушный тормоз. Закрылки маневренные, которые для маневров. Высота 700. То есть надо убирать полностью. Так, закрылки посадочные. Тормоза воздушные убираю. Шасси. Скорость большая у меня. Воздушный тормоз опять использую. Убираю воздушный тормоз. Так, полосы коснулся, торможу. Торможу. Сейчас на 200 попробую запустить парашюты. Все. Как-то так. Еще раз говорю, я не профессиональный летчик, и я любитель. Просто некоторые смотрят мои стримы и думают: чувак, тебе еще надо научиться. И... Ребята, я разве против? Я и учусь. Я и учусь играть. Я же не говорю, что... У меня же там не написано, допустим, на стримах, что ас, учу вас летать. Так, все, самолет паркуем. Просто некоторые люди, я заметил, вот они когда приходят смотреть стримы, даже по этой игре, они пытаются с кем-то вечно соревноваться, что ли, я не могу понять.
Хотя есть просто понимание, давай просто поиграем, кайфанем и все, да? Ладно, все, я заруливаю на стоянку. Где-то здесь. Все, прибыли. Фух. Ну, вооружение привез обратно, так сказать. Глушу самолет. Глушу электрику. И все. Все, пока я пошел. Ну все, в общем, выбираем другой самолет теперь. Су-25Т. Куда это он? Он, в смысле, он без меня ездит, что ли? Эй. А, нет, там пилот сел другой. Ну ладно. Так, ну чё, Су-25Т. Самолет исторический, так сказать. Нету его уже на вооружении. Но... Не знаю, я не летчик, не могу их прям... Не летал я в жизни на них. Вот. Ну, в игре по управлению и по тому, как все здесь работает, больше нравится вот этот самолет. Это для меня как, допустим, с коробки автомеханики. Вот сейчас это коробка автомата, там коробка механика. Здесь... Или же, как, допустим, вот я всегда вот сейчас начал сравнивать два автомата, один с прицелом, другой без прицела. Вот тот автомат это с мушкой, а этот автомат, допустим, с оптикой. Так что, ну, я вот так их сравниваю. Так. Запуск электрики. Закрылки. Сразу во взлеточное положение. Все, электрика запущена. Запускаем двигателя. Левый двигатель. Запуск. Лампочка загорелась зеленая. Так, здесь ракеты 25-ки МЛ. Что, на взлет собрался, что ли? Он просто катается. Он вождение на категорию С сдает. Сейчас на автодром поедет, надо будет с ручника на подъем стронуться, а потом спуститься. Так, запускаем второй двигатель. Видите, тут вот на стекле сразу видно. Скорость почему-то 80 минималка здесь постоянно. Высота справа отображается, 0 стоит. Также здесь на стекле, если менять вооружение, все тоже можно посмотреть. Ну, допустим, переходим в режим воздух-земля. Смотрим, что у нас есть. Вот 25 МЛ отображается. Все, больше ничего нет. Что еще есть в этом режиме? Пушка есть.
Возвращаемся опять в режим навигации. Вот. Какие еще особенности? Есть режим воздух-воздух. ФИА называется. ФИА. Обычно ФИА работает, когда есть ракеты воздух-воздух. Сейчас их нету на данный момент. Вот. Но есть пушка. Тоже в режиме ФИА. Прицел будет уже другой. Специально для воздушных целей. Вот. Шкала такая. То есть пушку можно, одну и ту же пушку можно использовать в двух целях. Либо против воздуха, либо против наземки. Главное включить правильный прицел, и все. Все, самолет запущен. Выруливаю на полосу. В общем, что общее у этих самолетов? Это то, что им обоим нужно прикрытие стопудово от ПВО. Против ПВО они сражаться, ну, как бы могут, но... Нет, стоп, неправильно. Вот этот Су-25Т, кстати, он может сражаться против ПВО, особенно радио, где используются вот эти радары и все такое. Вот. Против Стингера ему сложно, конечно, бороться, понятное дело, и тому самолету. Вот. Но благодаря тому, что у него есть, я говорю, вот этот прицел, он может не влетать в зону Стингеров, допустим, да, он может на расстоянии отработать и уйти. А тот же, допустим, Грач, на котором я летал сейчас недавно, ему придется летать в зону ПВО, если у него управляемые ракеты будут использоваться. 1-0-2. Взлет запрещаю. 1-0-2. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 7-5-7,47. Изначально я был готов на этом самолете, то есть подготовился немного. Да, была у меня длительная пауза, там год-два отдыхал. Вот. До этой паузы я мог и с осой сражаться в плане там ПВО, вот это мощные здесь всякие. Вот. Также летал прям в тылу вражеском, мог там обманывать всякие стрелы, иглы, и стингеры, все мог. И самолеты сбивал. Сейчас маленько расслабился, надо будет навыки вспоминать. Ну что, взлетаем. Что вот это такое? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Авария какая-то. Тихо. Тихо, 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 тихо. Видите, авария? Главное вовремя среагировать на нее. Стой, 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 стой. Так, двигатель глушим. Правый двигатель заглушил. Стой. Торможу. Фу. Я не знаю, что это было. Может, птица попала в двигатель. Не пойдет. И такое бывает. Я, кстати, сейчас расскажу небольшую предысторию тоже. Я тут карьеру начинал в игре персонажа летчика, хорошо у нас, ну, как бы прокачал его в плане медали и все. Нашел там функция была
неуязвимость. То есть ты играешь с одной жизнью, у тебя одна жизнь получается. Блин, вот все нормально получалось у меня в зоне сражаться и посадки, все классно. Но в один прекрасный момент, сука, я вот опять же взлетел с этого аэродрома Сочи-Адлер, и вот так же у меня загорелся двигатель. И он у меня просто сгорел, самолет весь вместе с пилотом. И я потерял пилота, у него прогресс был там, ну, 8 где-то миссий, 8-10 выполненных в кампании. Война в Грузии, там война, по-моему, игра, сценарий. Вот. Из миссий сложной, половина из них, блядь, медали за это все. И вот так потерял глупо пилота. Вот сейчас я почти так же его чуть не потерял опять. Но благо у меня другое, ну, как бы не карьерная игра. Так, все, я глушу полностью двигатели. Без понятия, что это было. Я скорость развил пока только 220, 230. Можно, по идее, на 240 только взлетать здесь. А он уже начал, видите, выеживаться. Мне нужен сейчас ремонт. Сочи, 102. Отмена взлета. Ремонт. Командир, нет возможности. Прикольно. Ремонт. Принял. Сейчас самолет надо будет отремонтировать. И снова на исходную. Главное, я успел его остановить. Вот в чем суть. Я бы мог продолжить полет и просто расхерачиться на нем, и все. Тут дело заключается не в том, что, как бы, да, я понимаю, надо бороться до конца, но когда у тебя жопа у самолета горит, тут два варианта. Либо, если ты еще на полосе, ты можешь заглушить двигатель и, может, повезет, не сгоришь, а второй вариант — катапультирование, все. Иначе других не дано. Этим огнетушителем он здесь не пользуется. Так, смотри, сейчас, значит, делаем так. Мы не будем взлетать против ветра. Попробуем взлететь. Сейчас здесь развернусь и полечу в обратку. Есть такая вероятность, что, скорее всего... Может, чайки летят с моря, их ветром дует сюда. Я просто не знаю, что это опять было. Вот именно опять это не первый раз такая херня происходит. Именно с этим самолетом. Вот именно не взлетатель, а посадитель, поэтому загорелся. Я думаю, дело в этом. Он его на стоянку поставил, тот самолет. Можно было просто роль выбрать и заново на стоянке, наверное, появиться. Нет, ладно. Пускай будет все как надо. Отремонтируемся сейчас и нормально взлетим. Я этот самолет почувствовал не только в бою и в полете, но еще и при посадке в то время. Я помню, всякие разные посадки у меня были. И заносило всякое разное, дрифтовал, и... Что такого у меня на нем не было. И на брюхо садился, потому что у меня шасси не работали, гидросистема была повреждена.
Ну, то есть, ну, много у меня было ситуаций разных, потому что в основном страдал от стингеров, от иглы. Вот. В лучшем случае это оставался один двигатель, на котором я еще мог добраться до базы. А в худшем 2 двигателя сгорали, и все, и до базы ты уже не доберешься. Самолет восстановлен. Продолжаю выполнение задания. Так, запустил, значит, электрику. Сейчас пробуем двигатель запустить. Запуск левого пошел. На двоечке пока. Левый двигатель запущен. Запускаем правый. Все, самолет готов к эксплуатации, так сказать. Да, я себе дополню задачу, значит. Помимо как уничтожить Абрамс, допустим, противник у нас закрепился вот где-то здесь, в этих домах. Так, тут 3 домика. Так. В общем, задача: одной ракетой поразить танк, другой ракетой поразить вот этот район. Попробуем так. Все, но основная задача — это, конечно, взлететь. Уже не знаю, что ожидать от этого реализма. Сейчас надо будет развернуться. Какие еще особенности в этой игре? Если приземлишься и заедешь на траву, то тебя могут не отремонтировать. Вот, то есть ты должен обязательно быть на полосе. Ну или где здесь на асфальте, короче. Это не игра Ил-2 штурмовик, где там ремонтируют, хоть это в воду упал, и то на тебя и там отлатают, подлатают. Здесь нет, здесь эта тема не катит. Какие у вас здесь птички летают в Сочи жаркие. Так, взлетаем в сторону горы. Надо будет суметь. Так, какие особенности? Давай посмотрим. Левее она выше идет. Значит, нам надо где-то брать чуть-чуть правее, над лесом уходить. Все. Вперед из песни, так сказать. Попытка 2.
Сейчас ветер сзади. Видите, он как быстро разгоняется самолет. Ветер с моря идет. Отрыв есть. Шасси убрал. Закрылки убираю. Ухожу чуть правее. Пытаюсь набрать немного высоты. Сейчас надо будет развернуться, пролететь над аэродромом и выйти на исходную, и потом на боевую. Вот можно увидеть на таблице данные, значит, скорость, высоту, равновесие самолета на понятном языке, если говорить. Как вот он, видите, вот, хоп, я его наклонил. То есть крен, тангаж, здесь все можно увидеть. Вот. Все. Здесь вот можно взять автопилота, включить. Он тебе его сбалансирует, сам настроит тебе твой рут. Вот как раз касается тех людей, у которых проблема, допустим, джойстиками, их как-то приходится калибровать часто. Все, то есть вот этот самолет, он создан именно для вот... Он, короче, для всех джойстиков. Я так считаю. Потому что все вот эти остальные самолеты создают уже для джойстиков таких, которые должны, ну, быть более плавнее, более чувствительнее. Короче, поняли меня. У меня джойстик уже 10-летней давности, поэтому можете даже не сравнивать его с современными. Он уже давно свое, по идее, отжил. Но ничего, как видите, самолет держит, еще и задачи выполняет. Это говорит о том, что главное не как... Главное прокладка между рулем и сиденьем, а не руль и сиденье. Вот, если есть прокладка, то будет и руль и сиденье когда-то, ну, если захотите этой прокладки. Это еще это на языке водителя, не летчика. Как там обычно говорят? Дело было не в бобине. Дурачок сидел в кабине. Поэтому те, кто думают сейчас, куплю себе кабину самолета и стану летчиком. Ну, не факт, может, это вообще не твое. Может, тебе на это в кабине самолета придется дальнобойщиком быть. Будешь как фура ездить. Это только в кабине самолета, блядь. Так, ладно, шутки. Готовлю шквал. Вижу побережье. Тягу убираем. Аккуратно доворачиваем. Этому самолету не нужна маневренность. У него есть точность. У него есть точность, плавность, понимание. Жалко, что его с вооружения убрали, конечно. Ну, я не знаю.
Слушай, по-моему, я не ту цель опять взял. Чего меня все на правую цель тянет? Ладно, выполняю левую цель тогда. Блин. Что-то какой-то танк этот левый вообще невезучий, да, я смотрю? Надо будет его выполнить. Блин, ну тогда я не смогу здание поразить. Ладно, выполняем основные задачи тогда. Это была репетиция, проверяли оптику. Какие еще особенности в этом самолете? Мне нравится, что здесь вид сделан так, как нужно. То есть здесь можно работать трекером, можно работать приближением, все работает плавно, ничего не дергается. То есть здесь, не знаю почему некоторым кажется, что здесь обзор плохой. Обзор здесь намного интереснее, потому что здесь четко работает трекер. Вот, а там, где работает хорошо трекер, там и обзор будет. Что такое трекер? Трекер это вот. Оп. Оп, посмотрел туда, посмотрел туда. То есть, по идее, с такой темой даже не нужны будут очки виртуальной реальности. Потому что считай, голова твоя дышит, не надо ничего на нее лепить. Но при этом игра ловит твои движения. Не знаю, у меня трекер настроен так, что у меня глаза, как видите, особо не за куда-то там далеко не уходят. То есть я вижу, хоть я и головой поворачиваю, но я взглядом вижу нормально. То есть мне не приходится косоглазить. Смотря как его настроить, этот трекер. Его можно настроить так, что ты можешь затылком повернуться к монитору, и в итоге ты не увидишь ничего. Все-таки зависит все от управления. Вот он, видите, показывает резко. Это справа типа ракета находится. На таблице, на стекле можно тоже посмотреть. Вот она область, где враг. Сейчас надо ее зафиксировать. Все, тягу убираем. Начинаем поиск цели. Вижу цель слева. Цель получена. Снимаю ограничитель. Выхожу на цель. Дальномер активировал. Веду цель. Тяги можно маленько добавить. Проверяю, захват идет. Идет. Пуск. Цель поражена. Врубаю все. Маневрирую. Все, задачи поставлены и выполнены, которые были изначально поставлены. Но в крайнем случае могу отработать еще пушкой по пехоте. Вот. То есть еще один плюс этого самолета. Опять же, снайперский прицел. Так, наша задача, значит, вот в этом районе, в этих домах спряталась пехота. Так, воздух-земля, пушка. Готовим шквал. Значит, будем работать прицельным огнем. Так сказать, снайперским выстрелом.
Сможет ли это сделать Су-25 обычно? Так, вижу область. Произвожу захват. Готовлюсь к поиску. Вот он, данный район. Противник в этом ангаре. Работаем. ЛТЦ. Заход на цель. Тягу можно убрать. Закрылки. Смотрим, контролируем. Шквал. Так, ну все, теперь мне надо выполнить посадку. Я пролетел с над аэродромом. Все, задачи все выполнены. Противник поражен в ангаре. Теперь надо посадить самолет. Я пролетел через аэродром. И пойду опять с моря. Чем сложнее садить с моря? Ветер, понятно, будет в спину дуть, значит скорость будет все равно как бы быстрее идти. Ты вроде ее сбрасываешь, она у тебя все равно поднабирается. Вот, но не суть. Сливается, когда ты высоту начинаешь снижать, начинается, ты теряешься в пространстве почему-то, я не знаю. То есть здесь только приборы тебе помогут. Если смотреть чисто на стекло, вот так вот прямо, ты можешь в воду войти. Уже были такие моменты. Поэтому лучше не засматриваться. Тягу убираю в ноль. Использую закрылки для маневра. И пытаюсь выйти на полосу, при этом врубаю тормоза. Видите, когда трекер работает, когда ты самолет чувствуешь, ты можешь выполнять разные на нем трюки. Вот это и есть к чему надо стремиться, а не просто полетать на чем-то. То есть вот этот самолет, я изначально для себя его почувствовал. И поэтому я пытаюсь на нем не просто пролететься, да, а показать именно какие-либо особенности у него. Сейчас вот я буду пытаться сбросить скорость, выполняя вот это упражнение. Здесь добавим немного тяги. Уберем воздушный тормоз, потому что его начинают... Так, закрылки посадочные. Шасси. Здесь опять воздушный тормоз. Скорость большая, ветер. Так, тормоз убираю. И пытаюсь коснуться полос. Вы заметили баг? Нет? Вот сейчас смотрите. Он постоянный баг этот здесь. Все, я двигатель заглушил. Блядь, глушись. У меня они все загорелись. Прикольно. Стой. Как полосы касаешься, у тебя баг здесь срабатывает. Это вообще прикол, да?
Парашют, быстрее, 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 быстрее. Да покер, живой остался. Заметили опять баг? У меня опять двигатель загорелся. Это баг. Он не должен так работать. Притом 2 двигателя загорелись. Я не знаю, что тут происходит на этом Сочи Адлер, но вот постоянно такое говно. Ну, самолет посажен, при том, что произошло возгорание 2 двигателей. Так, что, электрику вырубают? Задание выполнено. Может, его поэтому на вооружение не стали брать потом, что у него вот эти проблемы, и их решили отобразить здесь. Не знаю, либо я что-то неправильно делаю. Ну, хотя раньше я также садился, у меня все было классно. Да, скорость была большая, но тяга была убрана у меня почти, ну, не в ноль, конечно, но я не знаю, что это было, что это за нагрузка опять у него такая. Вот, поэтому я не говорю, что я профессионал в этой игре, мне еще учиться и осваивать, вот, но задачу мы с вами выполнили. Ладно, будем дальше тренироваться. Канал Patriot Sim Games. До новых встреч. Пока-пока.